Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас наконец-то будет долгожданное открытие плейлиста, который будет называться «Импреза, помоги». Итак, есть у нас аккаунт, в котором давайте посмотрим, что у нас здесь вообще по характеристикам. Ну, давайте отталкиваться от урона, то есть у нас здесь 1700% урона, это очень и очень мало, но игрок хочет попробовать проходить кошмар дальше. То есть он прошел 10 глав, и вот дальше пока что у него не получается. Ну, давайте разбираться, что к чему, как здесь быть в этой ситуации. Будем пробовать все проходить. Давайте посмотрим, что у нас здесь по талантам. 305 талантов, урон на высоте, это хорошо. Так, здесь зелененькая чуть-чуть прокачал, отлично. Синенькая тоже есть, эпические тоже. Легендарочки чуть-чуть открыты. Но самое главное, есть героический талант на магический урон. И что это значит? Вот давайте тогда разбираться прям детально. Это значит, что на этом аккаунте будут играть у нас герои, которые с уклоном на магический урон. Героев у нас сейчас немного. Здесь открыты практически основные, за исключением вот призрака вижу, и есть еще Зевс. Поставил сортировку по рангу, и давайте смотреть. Зевс у нас с магическим уклоном, да, поэтому будем играть за него, потому что он у нас из всех, получается, больше всех прокачан по рангу, у него есть ульта, и у него есть магический наклон. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь интересного. Здоровье, защита и так далее. Скорость, так, перезарядка 18,3, скорость передвижения 7,05. Так, мы хотим пройти кошмар. Значит что? Значит мы заходим и смотрим, что у нас здесь. Шанс уклониться 0,2, регенерация 0,2. До 120 уровня. Сейчас перемотаем чуть-чуть. До 120 уровня у нас... Так, почему? Ага, нельзя, да, открыть. Ладно. До 120 уровня у нас, получается, действует правило, что скорость передвижения у нас можно увеличивать. Соответственно, будем отталкиваться именно от этого момента. Также есть группа, в которой можно посмотреть все билды, все сеты, все настройки. Заходите, ссылка внизу в комментарии, есть в описании ссылка. То есть можно посмотреть и настроиться так, как это написано в группе. Заходим вниз, раздел билды, открываем. Что открываем? Открываем. А, вот тут уже открыт. Открываем кошмар. Тра-та-та-та-та, защищенная сборка, какие книги брать, какие палки брать и так далее. Можно собраться как и на урон, так и на защиту. У нас урона немного, поэтому мы с вами берем защитную сборку. Все здесь можно посмотреть и прочитать. Кому интересно, заходите, там очень много полезной информации. Так, переходим сюда. Возвращаемся. Давайте смотреть, что у нас стоит здесь. Так, из открытых у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 оружий у нас есть. Так, что у нас здесь интересного? Ну, во-первых, давайте отредактируем здесь. Уберем вот эту штуку, потому что она нам здесь толком и не нужна будет. И включим лучше вот эту штуку. Включим бумеранг. Можно было бы, конечно, еще и молоток включить, молот, но от него сейчас толку пока особо нет. Ну, хотя, может быть, и есть. Давайте вот так сделаем. Сделаем вот в таком порядке, потому что все остальное, оно более-менее будет иметь смысл. Так, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Даже одна лишняя получается. Бур есть, этот есть, этот есть. Так, чтобы здесь убрать, чтобы здесь убрать. Что-то одно нужно убрать. Ну вот, честно говоря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, что-то одно лишнее.
Так, так. Ну, сложно выбрать, потому что прокачки толком пока и нет. Ну, давайте, наверное, пока что уберем вот это, уберем ее, да, потому что она не прокачана. Потом со временем, конечно же, будет лучше ее поставить. И нажмем подтвердить. Давайте посмотрим теперь еще здесь, что у нас стоит. Плюс 2 снаряда, либо область эффектов. Окей, оставим так. Пусть будет здесь так. Здесь отталкивание пусть работает. И либо поджигаем врагов, либо оглушаем. Ну, конечно же, давайте оглушать, потому что нам нужно защищаться. Здесь плюс 2 снаряда. Отлично. Здесь плюс 1 снаряд. Хорошо. Здесь либо плюс снаряд, либо 10. Пусть будет плюс снаряд. Либо урон, либо поджигание. Ну, пусть будет лучше на урон. Так, здесь. Ну вот, кстати, вот потом, когда уже в конце игры вы будете находиться, наверное, лучше поставить вот эту сторону. Но сейчас, вот пока что мы с вами находимся на начальном этапе игры, давайте поставим левую сторону. Сделаем вот так. Баллиста. Плюс снаряд, минус 20 перезарядка, плюс 2 проникающий урон. Ну, пусть оно так и останется. Так, по снаряжению. Что здесь мы с вами видим? Здесь у нас все, конечно, очень печально, потому что слабовато снаряжение, но будем выкручиваться как-нибудь, что есть, то есть. Ставим все маг. Все маг. Сапоги поставим от рыцаря и перчатки тоже поставим от рыцаря. Нам нужна защищенная сборка. Хотя, конечно же, здесь может быть... Ну, нет. Однозначно нет, пусть будет так. Так, здесь что мы еще сделаем? Напишем, зайдем в сет, основа, фарм. Кстати, с пропуском можно разблокировать. Он потом, возможно, со временем уйдет. И давайте его сразу вот так раз перезапишем и напишем здесь кошмар. Окей, переименовать. Так, надели, поставили. Давайте теперь смотреть, что у нас в кузнице. В кузнице у нас... Вот не играл ни разу за Зевса. Сейчас, конечно, потестирую этот момент. Понижает время восстановления молнии на 40%, либо шанс на оглушение. Ну, естественно, защитная сборка будет выгоднее поставить вот эту сторону. Цепная молния с вероятностью в 5% может оглушить. Да, все, подходит. И объединяются разрядами молний. Получается 100%. Это просто на урон. То есть левая сторона у нас идет на защиту. То есть ставим лево-лево. После открытия Эва... Ну, либо лево, либо право. Тут как будто бы разницы никакой нет. Мне кажется, что разницы нет абсолютно никакой. Так, здесь плюс 2 снаряда. Хорошо. Здесь 1-1 урон. Хорошо. Здесь... Ну нет, здесь лучше замедление поставить, потому что это будет не актуально. Урон... Глобальных усилений нет, оно сейчас просто не будет работать. А здесь хотя бы будет работать, и урон будет выше, и будет работать защитный статус-эффект. Так, что у нас здесь по питомцам? Змейка есть, это хорошо, но надо ее будет обязательно прокачать до 300 уровня, чтобы открылась кнопочка, которая позволит вам замедлять врагов после нажатия. Так, и вот здесь у нас что? Я не вижу... как много. Угу. Я вижу 2 улитки, но не вижу, чтобы они были прокачаны. Обязательно нужны 2 улитки, любые, разные. Зеленая, оранжевая, зеленая, синяя, синяя, оранжевая, без разницы. И давайте мы сейчас это сделаем. Потому что в любом случае это вопрос времени. Прокачать их совсем недорого. Сейчас качнем. Ну, хотя бы одну. Выберем кого? Выберем мышку. А, нету камня. Нету камня. Ладно, все, будет на будущее тогда. Потому что в пассивку надо будет ставить для чего?
Все просто. Вы ставите улитку. Открывается пассивный навык у нее. Она добавляет плюс 15 здоровья к герою. Эффект, видите, на героя. И, соответственно, две улитки уже будут давать еще. То есть плюс 15, плюс 15. То есть здоровье у нас будет на 30% больше. Давайте походик здесь завершим. Заберем 6 пыли. И поставим на сферы. Пусть у нас тут сферы зарабатываются. Так, ну по фракции я не знаю, есть ли смысл заходить. Да, наверное, нет, потому что тут... Да, наверное, пусть оно так здесь и останется. Ну вот это только можно поменять. Вот это будет более выгодно. Ну и соответственно, пробовать сейчас будем проходить Зевсом. Потом в будущем можно будет еще и вот этим вот дедом проходить. Потому что дед, мне кажется, будет прям очень и очень хорошо себя проявлять в кошмаре. Так, что по камням? Что по камням? Здесь у нас что стоит? Заряд ульты, критический урон, бонус очков гильдии, урон, слабость, крит, здоровье, уклонение. Так, все снимаем. Все снимем, сейчас поставим все немножко по-другому. Какие камешки у нас есть? Есть передвижение, 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 передвижение. Итого, какие у нас теперь характеристики? Скорость передвижения 6,93. Но это мало. Это, честно говоря, очень и очень мало. Сейчас еще посмотрим по снаряжению, что там можно будет подобрать. Здесь ставим уязвимость. Обязательно ставим слабость. Я видел, она точно была. Скорость, монета, уклонение, снаряды. Слабость. Продолжительность. Так, снаряды магические. Заряд ульты. Ага, физических снарядов нет. И продолжительности ульты тоже нет. Ну ладно. Закомпенсируем тогда. Вот, кстати, вот снаряды влево, которые смотрят, их можно объединять. То есть здесь можно сделать снаряд 1/3 уровня. То есть если вот камень смотрит влево, то его больше одного не поставить. Поэтому нет смысла их копить. Можно все вот эти камни влево объединять. Так, ну не буду сейчас этим заниматься. Вот только вот этот камешек сейчас сделаем, чтобы нам можно было его поставить. Так, вот так сделаем. Гильдия нам здесь не нужна. Уклонение порезано все равно. Ну давайте перезарядку поставим. Перезарядка. Перезарядка. Так, показать инвентарь, экипировка, снаряжение. Так, у нас что прибавит передвижение? Ну-ка, давайте-ка ботинки вот эти возьмем. Теперь у нас скорость передвижения сколько стало? Было что-то там 6, стало 7,3, уже получше. Здесь скорость передвижения плюс 15%. Наша задача просто убежать, поэтому нам нужно себя ускорить максимально. Здесь этого нет. Здесь этого нет. Вот так. Даже, кстати, интересно, получится так или нет. Скорость передвижения 8,43. Так, в перчатках нет. В кольце нет. Здесь нет. Но здесь явно этого всего не будет. Возможно, где-то здесь будет. Так, здесь доп. Урон. Это понятно. Колечко пусть стоит. Угу. Перчатки надо посмотреть.
Ну, пусть будет так. Вот такая вот сборка, без бонусов активных, но тем не менее, она, мне кажется, будет самой лучшей в этой ситуации, потому что наша задача просто вот максимально ускориться. И вот игрок говорит, ну, пробую, не получается пройти, атакует там, по-моему, кто-то, то ли птицы, то ли еще что-то. Ну, давайте пробовать. Посмотрим. Так, сет давайте сохраним. Так, палочки настроили, все есть. Кстати, по питомцам, что у нас тут вообще интересного есть? Да и пусть так и останется. Тут, мне кажется, лучше ничего и не придумать. Что у нас делает? Еще будет оглушать. Да и пусть оглушает. Ладно, погнали. Будем пробовать. Так, обновим. Возьмем ауру обязательно. Ну и в первую очередь в приоритет будем прокачивать основное оружие героя. Да, медленно он, конечно, бежит, потому что скорости очень и очень мало, но наша задача просто убежать. Скорости здесь нет. Ну ничего, попробуем, посмотрим заодно, как себя Зевс вообще ведет и показывает. Интересно, конечно, получится или нет. Я думаю, что получится. Все обязательно должно будет получиться. Особенно легче должно стать в тот момент, когда откроется красное снаряжение, следующее. Потому что... Может, он сам по себе просто медленный такой. Сейчас, если им не получится, то я, наверное, тогда техника просто возьму, потому что в нем я 100% уверен. Даже несмотря на то, что у него показатель звезд ниже. Так, давайте возьмем что? Нам нужно вообще в первую очередь ледяной посох взять. Ледяной посох, но он почему-то нам не выпадает. Перезарядку тоже, кстати, показатель не посмотрел. Но мне кажется, что здесь книгу перезарядки имеет смысл брать. Поэтому возьмем. Потому что в кошмаре показатель перезарядки равен 40%. У нас там в наборе что-то было связано, там изгой плюс рейнджер, там 18% было, а сейчас у нас, я думаю, в перемешку вот так вот явно меньше показатель, даже несмотря на то, что мы добавили камни на перезарядку. Ну, давайте посмотрим на нее тоже, как она вообще себя тут покажет. Не хочет выпадать ни перезарядка, ни урон, ничего. Вообще кошмар — это такая штука, в которую как бы ну и не стоит лезть, если не получается. Но попробовать, конечно, если что-то поменять, я думаю, что можно. Тем более здесь по факту нужно просто убежать и найти кого-нибудь такого, кто побыстрее. Ну вот, по крайней мере, первая волна прошла вообще без потерь каких-либо. То есть до нас здесь даже никто и не дошел. Сейчас мы опыта соберем. Так, что будем брать? Урон прибавим. Угу. Возьмем вот так. Возьмем вот так. Удвоение добавим. Еще удвоение. Вот ледяной посох появился. Уже полегче стало. Так, ну возьмем ауру. Пусть, чтобы ее побольше было. Так, продолжаем эксперимент. Уже должно быть полегче с ледяным посохом. И основное оружие тоже довели до предела. Там еще Эва можно открыть. Может быть, конечно, с Эва станет легче, но почему я бы не стал здесь открывать? Вот игрок, мне кажется, что он хочет открыть, я прям точно не уверен, просто не довелось прям подробно с ним поговорить. Но я думаю, что не стоит клевер сливать на открытие Эва. Вот о чем речь.
Все понятно, вот кто его сбивает. Так, ну давайте, ладно, давайте пробовать. Уже интересно стало, птички летят. Надо как-то стараться уворачиваться. Должно получиться. Надо просто быть чуть-чуть внимательнее. Все понятно. Они тут вроде бы не так уж и быстро летят, но не хватает немножко здоровья, не хватает скорости. Нету вот этой вот маневренности. Пока что еще не прокачанный аккаунт, поэтому так тяжело все это дело и идет. Так, ну что, будем надеяться, что все получится. Тут уже прям глаз да глаз. Ну, сейчас, если не получится, то кем-нибудь другим попробуем. Так вот, насчет клевера я бы не сливал, потому что лучше, мне кажется, прокачать глобальное усиление, плюс там понаоткрывать героев рано или поздно получится, а событий сейчас будет достаточно большое количество, особенно в этом месяце. Вот, и как бы просто потом не пожалеть о том, что клевер ушел сюда, а эффекта особого-то и не будет. Так, давайте перезарядку возьмем, потому что чувствуется, что не хватает. Так, начинают поджимать, но ничего. Вторую волну прошли. Надо кого-то пошустрее. Мне кажется, он медленный очень. Так, до третьей волны добежали. Все, права на ошибку у нас уже нет. Давайте на всякий случай возьмем броню. Прибавим лед. Перезарядка. Еще лед. Еще броня. Так, здесь... Ну, пусть будет скорость, потому что все остальное нам тут не подойдет. Обновим. Жизнь обязательно надо брать. Ну и что еще? Что еще взять? Да пусть будет посох. Разницы толком-то и нет. Так, лишь бы только они сейчас сразу в атаку не пошли. Ага, все, сразу пошли, но будем стараться уворачиваться. Увернулись, вот уже не так больно было. Чуть-чуть они нас задели, но броню ХП взяли. Были бы улитки прокачанные, надо прокачать. Обязательно надо прокачать. В кошмар без улиток ходить, это ошибка. Это прям серьезная ошибка. Вот тут уже и справа начинают выбегать. Не знаю, птички будут еще, нет. Если будут, то это нехорошо. Это нехорошо. Вот они полетели, вот они полетели. Еще полетели. Пока нормально все. Держимся, держимся. Так, не подпускаем. Минутка осталась. Продержаться минутку. Что-то я не наблюдаю никакого оглушения. Жалко. Не вижу оглушения, хотя выбрали. Выбирали оглушение. Вот так. Нельзя нас трогать. Нельзя. Мы должны пройти. Скорость. Давай, убегай, Зевс. Опять птицы пошли. Да что ж такое? Оп, еще и с этой стороны иду. Все. Нет, все, 20 секунд осталось. Так, ладно. Уже стало поинтереснее. Так, что у нас здесь? В талантах. Что у нас сейчас тут откроется? Ну-ка. Ну, урон прибавим. Так. Еще можно. Еще. А, тут у нас еще и с броней все плохо. Так, броню тогда берем. Ну-ка, надо посмотреть. Скорость передвижения. У кого-то должна быть плюс 20%. Скорость нет. Защита есть. Плюс 10. Регенерация окей. Ну вот оно, вот оно. Вот надо его брать. Надо брать просто его и все. Так, скиллы. Закрытый. Вот этот скилл нужен. Качнем маленько.
Не хватает. Так, плюс 10. Хорошо. Здесь сколько будет? Скорость. Плюс 10. Минус 20 вообще. Здесь тоже нет. Плюс 10%. Угу. Угу, угу, угу. Так, у него сколько там скорость? У него тоже медленно, но у него защита добавляется. Вот не знаю даже кем, сложно. Ну давайте им попробуем сейчас еще разок. Ой, не знаю, не знаю. Мне кажется, тоже сейчас тут его заклюют. Так, лед, броня, броня. Сразу броню возьмем. Но этот уже пободрее. Этот уже прям пошустрее бежит. Как будто бы шансов побольше. Чувствуется, что им полегче прям играть. Нам же надо просто увернуться. Просто пробежать. Обидно, конечно. 20 секунд оставалось. И все. И вот так вот неприятно птицы нас съели. Я просто не ожидал уже. Ну, я сколько здесь на этом уровне не был? Год. Может быть, больше даже. Так. Сейчас постараемся пройти, посмотрим, кто сильнее в этом режиме будет. Но даже не сильнее, кто эффективнее. Области давайте прибавим. Кто будет эффективнее, техник или Зевс? Мне кажется, техник пройдет. Тут фишка просто не в уроне. Фишка здесь идет именно в механике. То есть нужно просто пробежать. Тут не нужно огромное количество урона на начальных этапах кошмара. То есть там до 120 уровня мы проходим исключительно бегом. Да, урон, конечно, тоже он влияет, но в приоритете у нас стоит бег, броня. Мы должны защищаться, мы должны себя вот ускорить максимально. И должны стараться вот научиться вот бегать так, чтобы справа на нас никто не выходил. Ну и, конечно же, нужно будет следить за тем, что летают вот эти птички. Ух, интересно, прям вот интересно вот так попроходить. Слабенький достаточно аккаунт. Нужно очень много времени, нужно очень много вот этих вот кристаллов для того, чтобы прокачать. Но все будет. Рано или поздно, все со временем потом будет, если активно играть, не пропускать события. Так, жизнь давайте, да, возьмем тут. Потому что тут прям на тоненького все проходим. Так, ну где он тут последний остался? Уже давайте к нему чуть-чуть поближе подбежим. Все. Так, есть. Есть у нас, все есть. Давайте что возьмем? Перезарядку возьмем. Прибавим. Прибавим. Области давайте тоже добавим. Так, птички у нас начались когда? На второй волне. Вот, значит, ждем. Ждем их появления. Пока что у нас есть право только на одну ошибку. Но в идеале, конечно, ошибаться не надо. И вот если бы сейчас еще был 80 уровень, если бы получилось открыть, у нас бы еще работал скилл на ускорение, то есть техник бы у нас еще и периодически он бы ускорялся. И было бы еще легче. Вот они, птички, пошли, все. Не вариант вообще отвлекаться. Ай, да что ж такое? Значит, надо будет пробовать с защитой тогда. Опять птицы пошли. Было бы побольше камней на передвижение. Ну вот жалко, что их мало. Жалко, жалко, жалко. Ну, либо пробовать брать Зевса и просто вот
не допускать вот эту вот ошибку на второй волне. Да я даже не могу сказать, что это ошибка, это просто вот, ну, немножко не хватает ни брони, ни здоровья, ни урона. Да и снаряжение тоже нужно бы подкачать. Так, здесь, чтобы выбрать, да пусть, не знаю, даже молния будет, без разницы. Пока, наверное, не стоит тратить время на кошмар, слишком рано. Надо немножко подкачаться, кого-нибудь более достойного найти. Но, судя по Зевсу, мне кажется, что пройти этот уровень можно, потому что, ну сколько там, 20 секунд оставалось. Ну, сейчас вот тоже вот они очень быстро появляются, мы просто вот, ну, не успеваем убежать. Вот уворачиваемся вроде бы, да, но не хватает. Слишком стеклянные пока еще герои. Потом, конечно, со временем уже поинтереснее будет это все проходиться, и будет здорово все, и приятно играться все будет. И вот эти уровни, они покажутся прям ерундой, просто нужно немножко подождать. Нужно немножко подождать, нужно немножко прокачаться, и все будет хорошо. Так, вторую волну прошли. Но мне кажется, что третья волна... Третья волна тоже у нас будет успешно завалена. Видите, зеленым, да, моргает? Когда в луже змеи стоишь, она лечит, восстанавливает здоровье, поэтому в башне пользуйтесь, пригодится. Так, чуть-чуть птичек пережили. Бежим, бежим, бежим. Минута 40, минута 30. Лишь бы только птицы проблем не доставили. Так. Вот они опять пошли. И вот они идут, 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 идут. Все. Ну нет, нет, все, не будем дальше мучить. В прошлый раз там сколько? 24 секунды оставалось. Ну-ка, 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 ну-ка. Нам там что? Нам там монет не хватало, да? Так, что у нас тут такое произошло? Вот бывает иногда, кстати, в последнее время что-то вот тут не то. Так, герой. Нам тут не хватало немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп. Увеличивает скорость передвижения, сокращает время перезарядки на 20% на 5 секунд каждые 15 секунд. Ну-ка. А, 2 звезды надо сначала открыть. Ну ладно. Все. Даже не знаю, поможет это или нет. Ну-ка здесь давайте-ка по-другому немножко чуть-чуть соберемся. Как изначально и планировалось. Чтобы у нас замедление тоже работало, поставим вот так. И попробуем еще раз. Вот как раз сейчас и узнаем, разница вообще какая-то будет или нет. Обновляем, берем. Берем, берем, берем. Еще броню надо обязательно взять. Так. Вот он, перегрев срабатывает, скорость у нас увеличивается и чуть-чуть полегче становится. Ну, не знаю, конечно, будет ли это супер эффективно сейчас. Будет ли вообще какая-то от этого польза, но со временем потом это, естественно, все прочувствуется. И арбалет у нас тоже нулячий, вообще там тоже можно было бы заморозку поставить, полегче бы уже было. Не, ну перегрев, конечно, чувствуется. Так, броню берем обязательно. Нужна броня. Без брони мы тут вообще как перышко будем бегать. Ну-ка, если попробовать урон добавить.
Вообще, наверное, кстати, можно пробовать даже добавлять уклонение, потому что даже несмотря на то, что оно порезано на 0,2, все равно вероятность того, что вот эта надпись «уклонился» появится, она будет выше. Но жалко, конечно, слот занимать этой книгой, с учетом того, что оно порезано. Может, ауру попробовать увеличить? Может, она как-то спасет? Так, аура. Первую мы легко проходим. Тут вопросов нет. На второй стабильно у нас тут клюют. Сейчас посмотрим. Поменяли сет, на волшебника поставили, замедление работает. Но от птиц, мне кажется, это не спасет. Вот она прям толпа бежит и все. Так, птички пошли. Пережили. Пережили пока, пережили. Опять птички. Как раз ускорились. Хорошо. Опять птички. Ну где этот перегрев? Уже все, уже близко они. Вот он. Прям впритык все идет. Так, прибавим. Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, 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 нет. Проскочили. Перегрев работает. Работает, работает, работает. Ух, как увернулись. Давайте еще заморозки добавим, а то что-то они прям вообще прям очень плотно подбегают. Еще птички прошли. И все мимо. Так, вот он уже тут психовать начинает. Так, ух, ну давайте вот это возьмем. Аура. Так, ну что получается? Вторую волну прошли и вроде бы не заронились. Я просто уже что-то... Ой, не знаю, получилось или нет. Так, жизнь прибавили. Ой, броню надо еще подтянуть. Так, перезарядка пусть будет. Вот она, все, выпало. Значит, полегче должно стать. Так, проходим, проходим, проходим. Сразу с птиц все начинается, а? Третья волна пошла. А у нас уже... Вот только пошла, а у нас уже половины здоровья нет, даже меньше. Ну ничего, я думаю, что справимся.
Опять птицы. Снизу, сверху, сбоку, слева, справа, вверх, вниз. Куда бежать? Куда убегать? Вверх, вверх. Только вверх, только вниз, только вверх. Лишь бы сбоку только не шли. Сбоку, когда идут, вообще неудобно. У нас есть 48 секунд. Область, конечно. Не застревать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, 18 секунд, 17, 16. Опять птицы летят. Не знаю, получится, нет. Ну, как пойдет. 8, 7, 6. 3 секунды осталось. Ну, тяжело, тяжело. Особенно в конце вот это начинается. Со всех сторон. Надо чуть-чуть прокачать. Надо прокачать, и все обязательно пройдется. Ну, что ж поделать. Ну, не хватает немножко вот здоровья. Не хватает немножко брони вот той же самой. Надо вот этот вот пунктик прокачивать. Вот здоровье надо выбирать и выбирать, чтобы пройти кошмар. Ну, не получилось, не получилось. Ну, тяжело очень. Вообще, надо проходить, пока, мне кажется, вообще стоит оставить этот режим, потому что маловато урона, маловато глобалок, слабенькое пока еще снаряжение, нужно подтянуть его, это очень быстро делается. И надо сравнять главы, во-первых, то есть, чтобы было 223, 223, а потом уже можно будет пробовать проходить кошмар. Пока не надо, пока тяжело, ну очень тяжело, там 4 секунды оставалось. Обидно, конечно, очень обидно. Ну, как есть, так есть. В общем, пробуй, тестируй, прокачивайся, все обязательно получится, пока не надо. Тяжко очень все идет. Ну и, кстати говоря, может быть и питомцев, если вот подтянешь, прокачаешь, то и должно будет получиться пройти, скорее всего, потому что, ну, не хватает немножко вот здоровья, брони, вот этого всего. Так, ну, вот такой вот обзор с помощью получился, пусть и неудачно, но как есть, так есть. Все, у меня на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока-пока. До новых встреч.